Зимний ветер жестоко пронзал тишину маленького сельского городка. Улицы лежали пустынными под слоем свежего снега, покрывая все вокруг белым одеялом холода и покоя. В то время как внутри небольшой полицейской станции офицеры сидели молча, в полной тишине, нарушаемой лишь тихим гудением отопительного прибора, создавая в помещении атмосферу спокойствия и ожидания. Внезапно стеклянная дверь резко распахнулась, и вовнутрь с трудом забрел маленький щенок. Его шерсть была спутана и покрыта льдом, лапы покраснели и натерлись от каменного заледенелого тротуара. Его ребра выступали под тонкой кожей, явное свидетельство того, что он заблудился и долго скитался в холоде и голоде. Офицеры застыли на месте, пораженные увиденным. Щенок резко залаял, его крошечное тело дрожало от холода и страха. Затем, к изумлению всех, он встал на задние лапы и сложил передние две лапки вместе в отчаянном жесте, похожем на молитву. Его темные глаза умоляли с такой глубиной и силой, что никто не мог их игнорировать. Некоторые офицеры нервно усмехнулись, но один из них, высокий, крепкий мужчина около 30 лет в форме военно-морского флота, почувствовал внезапное беспокойство и тревогу. Он присел на корточки, поскрипывая сапогами по полу, пытаясь ближе подойти к маленькому существу. Щенок повторил тот странный жест, сложил лапки вместе и тихо заскулал. Затем внезапно бросился к двери, обернувшись и словно говоря: «Идите за мной». Интуиция этого офицера вспыхнула ярко. «Он что-то пытается нам сказать», — твердо произнес он. Быстро накинув зимнее пальто, он позвал двух своих коллег, и вместе они последовали за щенком, который метнулся вперед, оставляя под названием «Tiny Prince» следы на снегу. Лая без перерыва, чтобы убедиться, что полицейские идут за ним. Их дыхание сливалось с морозным воздухом в виде клубов пара. Через несколько минут щенок резко свернул к канаве на окраине города. Там, наполовину покрытый снегом, лежал пожилой мужчина. Его одежда была тонкой, кожа бледной, тело едва двигалось. Он упал на холоде и находился в опасной близости от смерти от переохлаждения. Щенок тут же бросился к нему, плотно прижимаясь своим маленьким телом к груди мужчины, словно желая согреть его своим теплом. Затем снова поднялся на задние лапы, сложил передние вместе, а в его глазах блестели капли слез и непередаваемая срочность, словно он умолял офицеров немедленно помочь. Главный офицер опустился на колени, проверил пульс и почувствовал слабое, но отчетливое биение сердца. «Он жив!» — закричал он. «Звоните в скорую прямо сейчас!» Один из полицейских с тревогой донес информацию по рации, другой аккуратно накрыл тело пожилого мужчины своей тяжелой курткой. Щенок не отходил ни на шаг. Он лизал лицо мужчины, лапами теребил его грудь, его маленькое тело дрожало, но он не ослаблял усилий. Вскоре звуки сирен пронизали морозную тишину. Машина скорой помощи со скрипом остановилась. Парамедики выбежали с носилками, аккуратно подняли пожилого мужчину, завернули его в толстые одеяла и надели маску с кислородом. Щенок лаял и скулил, пытаясь прыгнуть на носилки, но офицер, который первый доверился ему, твердо сказал: «Пусть едет с нами, он же его нашел». Парамедики кивнули и позволили щенку остаться. В машине скорой помощи щенок устроился рядышком с мужчиной. Его дрожащий маленький корпус наконец успокоился, словно он понимал, что его миссия почти выполнена. Несколько часов спустя в теплом больничном палате пожилой мужчина пошевелился. Его глаза открылись и встретили взгляд маленького щенка, свернувшегося клубочком рядом, смотрящего на него с неизменной преданностью. В глазах мужчины заблестели слезы. Он дрожащими пальцами протянул руку. Щенок в очередной раз встал на задние лапки, сложил лапки перед собой,
а затем рухнул в объятия человека. Офицер тихо стоял в дверном проеме, его лицо смягчилось, глаза блестели от эмоций. Он понимал, что стал свидетелем чего-то необыкновенного. Бездомный щенок, у которого не было дома и хозяина, выбрал сострадание и спас жизнь. Эта история быстро распространилась, и люди называли щенка героем. Но сам он ничего не хотел, кроме того, чтобы старик выжил. Иногда самые маленькие жизни несут в себе величайшую отвагу и напоминают нам, что даже те, у кого ничего нет, могут отдать все. Огромное спасибо за просмотр этой трогательной истории. Если вы верите, что любовь и сострадание могут исходить от самых маленьких созданий, пожалуйста, поделитесь своими мыслями в комментариях ниже.